Здравствуйте. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, централизованного управления. В данной теме я показывал, каким образом, имея какую-либо область управления, сделать ее центральной, то есть управлять через нее. И показываю, что, вообще говоря, в определенных случаях необходима централизация в управлении такого типа, чтобы мы имели всегда центр, через который достаточно просто, например, осуществить в том числе периферическое управление и таким образом решать вопросы фактически из центра при одновременном управлении на периферических областях. То есть фактически речь идет о том, что мы в данной технологии должны решения, которые, например, реализовываются через центральную область, одновременно получать как сбывшиеся фактически решения, да, реализованные в области, в общем-то, любой другой. При этом здесь несколько, в общем-то, усложненная технология выглядит то, что можно делать управление через периферические центры, то есть имеется в виду, что мы можем делать управление таким образом, что осуществлять доступ в центральную область и из любого периферического центра делать управление центральной областью. В связи с этим я бы хотел сделать сразу же в виде определенного управления определенную конструкцию, которая должна, вообще говоря, быть как конструкция действия, то есть реализации. И поэтому желательно участвовать в этом управлении таким образом, чтобы любой элемент управления был таким, что вы должны рассмотреть фактически, в общем-то, область задач, любых задач, вообще говоря, в этой системе управления очень важно рассматривать любые задачи, то есть не только ваши задачи, и в связи с этим решение ваших задач будет идти в процессе решения, например, тех задач, которые вы выявляете за счет духовного зрения, так скажем. То есть фактически здесь речь идет о том, что вы должны сделать управляющий импульс по, в общем-то, любой области информации, выявить область задач в этой области, и в момент управления идет решение вашей задачи. То есть фактически речь идет о том, что бы ни происходило в условиях управления, вы постоянно решаете свои задачи. В момент управления, то есть в момент следования своей цели, вы постоянно совершаете управление, и при этом ничего не может вас отвлечь, какие бы ситуации ни происходили. Вот примерно такой ракурс управления, он достаточно, в общем-то, жестко выглядит. Тем не менее, в реальных условиях мы вынуждены все равно работать так, что даже, например, в случае, когда идет речь о технологиях целительства, например, каких-то технологиях восстановления или технологиях воскрешения, все равно нужно постоянно стремиться к реализации. И что бы ни происходило, мы в любом случае должны реализовывать управление. В связи с этим необходимо здесь рассматривать как саму глубину управления, да, управляющего импульса, то есть куда можно развить управление, так и то, что в момент действия вы успеваете контролировать свою область информации, успеваете эту область информации реализовывать дополнительно, да, по своим целям. Следовательно, в этой задаче управления мы должны очень четко выявлять и областью души, причем свои собственные задачи в момент внешнего просмотра. То есть, что вообще вам нужно в момент действия, когда вы осуществляете управление. И в связи с этим я бы хотел здесь показать технологии, которые должны быть реализованы таким образом, что скорость, например, внешнего просмотра и решения ваших задач, она такова, что вы успеваете затем решать следующие задачи, которые вы выявляете. Значит, уровень выявления задачи, он первичный уровень, это как область информации. Затем вы должны наращивать скорость настолько, чтобы вы контролировали себя со стороны. И во всем этом целью является как решение выявленных задач, так и своих. И получается отслеживание вот этих долгосрочных или, так скажем, постоянных задач или возникающих задач в момент управления, это, вообще говоря, специальная технология, которая базируется прежде всего на состоянии души человека в момент действия. То есть вам не нужно искать себя в определенном уровне информации или точку даже управления, а нужно рассматривать состояние своей души в точке управления. То есть фактически
это как бы перенос события, ощущения или восприятия душой в точку управления. Ну, в принципе, например, принято считать, что человек воспринимает душой, например, в физическом теле, да, соотнося физическое тело со состоянием души. То есть некие процессы происходят внутри человека. А в данном случае такую же модель фактически надо перевести в структуру внешнего управления. Поэтому, исходя из задачи управления, здесь получается, что вот это вот периферическое, так скажем, или вне центрального управления, это и есть задача идентичного фактического управления, но вы воспринимаете свое точное истинное состояние за счет того, что вы рассматриваете состояние души в этой точке, в точке управления. Тогда получается, что так как душа содержит все системы управления, управляющие импульсы, то получается, что вы всего лишь навсего здесь переводите управление в область точности как бы решения задач, да, точности подхода. То есть состояние души в точке управления, в общем-то, в любой другой. Можно же задачу расширить, экстраполировать на все области информации и считать, что в любой области информации тоже есть определенное состояние души. И если вы рассматриваете состояние души в тот момент, когда вы импульс производите, то можно задним числом вернуться и оценить состояние, насколько правильно это ли состояние было или, например, там, другое. Да? То есть, в принципе, это, вообще говоря, оптическая характеристика, это конкретная оптическая модель. Это конкретная, очень четкая форма оптическая, и она видна и диагностируется очень четко. Здесь надо научиться состояние души переводить в структуру внешнего зрения. То есть вы ощутили состояние, например, там, на уровне сердца, да, восприняли, что в оптике означает данное состояние, и зафиксировали, ну просто запомнили эту оптическую модель. Дальше она выглядит и очень уникально отличается всегда от любых других. То есть фактически вы распространяете свой собственный свет на любую область информации. И учитывая, что вы начинаете распространять этот свет достаточно активно, потому что вам надо опередить события и фактически справиться, да, со своей задачей в управлении и постоянно вести задачу, которую вы выявили, например, или которая, в общем-то, часто возникает как задача действия в обычных социальных событиях или любых других событиях. И здесь получается, что мы можем работать одновременно на очень многих уровнях. То есть мы можем четко выбирать систему действия. Какая-то система, например, там, политическая, социальная, там, это целительство или это воскрешение и так далее. То есть четко каждая область действия видна в своем как бы спектре восприятия. Вот можно уметь из единого центра управления получать разноспектральный подход, то есть разный спектр, разная как бы даже длина волны, разный оттенок цвета означает разный спектр. То есть у вас область управления, она практически никуда не девается. Вы постоянно контролируете ситуацию просто за счет того, что каждый цвет находится в нужном месте. И вам не нужно запоминать вообще, как происходит движение информации. Вы берете центральную область, последственным событием она разбивается на пласты просто цвета, они выглядят именно как пласты. Здесь очень важно видеть, что они очень управляемы, то есть через эту область можно дойти фактически в любую систему управления, то есть выявить управление таким образом, что дойдя до уровня совершенно периферического, получить обратный сигнал в виде точно такой же области. Чтобы проверить, всю ли систему вы исчерпали в управлении, например, вам нужно сигнал, который идет от вас, вывести в структуру, например, там, цветовую, назвав ее, что это пусть будет периферическая, да, система, ну как бы следственная, или там система, которая находится здесь, в центральной области, назовем ее так. Потому что, в принципе, в области управления все-таки принцип равнозначности информации, он всегда первичный. И тем не менее мы, чтобы структурировать модель, или как принято в социальных системах, что есть центр и есть периферические системы в управлении, то мы должны уметь, в общем-то, унифицировать процесс, в том числе соединяя процесс с социальными системами. Поэтому здесь выявление светообластей – это уровень все-таки совершенно конкретный, связанный с тем, что мы каждую светообласть воспринимаем на очень высокой скорости. То есть нам нужно стараться не запоминать, вот, например, там, место конкретное, а запоминать сам факт восприятия этой светообласти. И когда вы этот уровень притягиваете к себе, то вы помните не потому, что вы долго изучаете местонахождение, а потому что вы в какой-то момент восприняли с целью запомнить, и дальше информация переходит в структуру управления из вашей души. То есть получается, что
душа, воспринимая информацию, она ее может, собственно говоря, хранить, так скажем, ну, визуализация как таковой может не происходить потом. То есть фактически вы наращиваете структурную систему управления через повышение как бы, опыта вашей души, получается. А если вы входите в структуру управления душой, то там не всегда можно рассмотреть, например, какой-то образ, потому что скорость очень высокие, или же потому что управление из души – это первичный центр, да, управления, и вы приходите опять к начальному уровню управления, то есть вот выявить начальный уровень часто просто даже и не нужно выявлять. Душа – это есть, в общем-то, в управлении часто первичный уровень, поэтому получается, что если вот несколько раз, например, да, выходить с мыслью о том, что душа первичный уровень управления, вы действительно начинаете централизованно управлять из души. То есть для этого надо, например, несколько раз повторить, что душа – это первичный уровень управления. И тогда получается, что централизация управления или там через центральный уровень управления производить, это в том числе управление собственными системами, так скажем, которые вы имеете в виде сознания, души, духа, задачи управления определенным уровнем событий и так далее. Поэтому, когда я говорю о централизованном управлении, ваши собственные системы управления, то есть системы управления вашей личности, они также практически реализовываются в виде определенных соотношений. То есть, например, более быстро текущие события управления может производиться, например, духом, то есть это оптика духа, это причем очень четко выявлено, что сверхбыстрые события, но имеющие все-таки не бесконечную скорость, да, в первом импульсе восприятия, могут управляться духовной сферой. В принципе, есть система управления, они наблюдаются в этом процессе, когда в первичном импульсе есть бесконечная система управления. Тогда здесь управляет уже душа. Вот здесь надо очень четко разделять скоростные системы. Первичный импульс очень высокий, но все-таки скорость отслеживается, то есть видна скорость, некое перемещение, движение. Когда управление душой, то там сразу видна статика процесса, причем статика всеобщего процесса. Таким образом, выделяя духовную сферу управления, вы начинаете видеть, что очень органично, вообще говоря, взаимодействует ваш дух, ваша душа с системой информации в этом случае. То есть вы фактически определяете некую централизацию через собственную систему управления, дух, душа, сознание или там структура личности в бесконечном действии. Ведь все-таки речь идет о вечном развитии, и если сравнить с тем, как делает Бог в вечном развитии, Он всегда реализовывает тот синтез, скажем, да, соединяет так процессы, что они равновелики, как бы вот получается, то есть они имеют равную природу. И получается, что мы именно в дальнейшем действии, так скажем. Вот если рассмотреть развитие мира с точки зрения, ну, скажем, дискретной модели, каждая следующая система опирается на предшествующую. Тогда получается, что каждый следующий импульс, он базируется на предшествующем как на некой основе во всем мироздании. И получается, что это совершенно должен быть равный элемент, чтобы ничего в мире не изменилось, да, чтобы мир существовал вечно, так скажем. Вот в этом плане получается, что также и происходит в действии Бога с точки зрения того, как воспринимает человек, что процессы управления при приближении к ним должны быть совершенно универсальные, и человек должен видеть результативность, при этом при всем он может рассматривать, например, процесс управления таким образом, что мы имеем фактически в универсальном уровне либо управление объектом информации, то есть это, в общем-то, следственное управление, построено, например, через централизацию, или это управление душой, элементом души. То есть получается, что при приближении к процессу управления мы должны иметь совершенно усредненную информацию, которая гарантирует благоприятность события того, ну, которым происходит управление. Это значит благоприятно ваше событие и те задачи, которые вы выявили. И вот в качестве практики можно взять, сделать управление, рассмотреть задачи текущие, да, например, по городу, по, например, там, России, по миру, вообще по любой области информации. И выявив эти задачи, решать одновременно, подразумевая, что вы, естественно, каким-то образом решаете свои. То есть ваши задачи решаются, так скажем, да, в этот момент. То есть настроиться на то, что когда вы решаете, ваши задачи как-то же решаются, личные. И получается, что исходя из этого, вы начинаете видеть при приближении к этой области, когда начинаете
как бы в корень души своей, да, смотреть со стороны внешних событий, то виден совершенно универсальный импульс. Так же делает и Бог. При взгляде на Бога виден универсальный свет, как бы, да, который дает любое событие, получается. Ведь Бог воспроизводит любое событие. И получается, что мы, действуя так же, мы можем фактически за счет некого более концентрированного импульса, да, когда мы соединяем любое событие в тот свет, который мы воспроизводим, мы действуем аналогично, тогда управление получается точнее или там становится абсолютно точным, но, по крайней мере, границы устойчивости, вот, как бы, спектр абсолютной устойчивости управления в этом случае четко виден. То есть в этом управлении получается, что никакое там внешнее событие не может сдвинуть, в общем-то, реализацию ваших целей. То есть очень важно, что вы все время имеете платформу там, личной безопасности, личного там, здоровья и так далее. И почему именно вот что характерно, да, получается, что в общем-то, практически абсолютную гарантию вы имеете в том случае, когда занимаетесь внешними процессами. Например, вот, если задать себе вопрос, вот Бог имеет там абсолютное здоровье, абсолютную там вечную жизнь и так далее, за счет чего это достигается, да, вот, например, просто задаться этим вопросом и постараться найти ответ в плане решения, технологического решения. То самый простой ответ, первый, логический просто, он занимается всеми процессами в мире, да, то есть постоянно чем-то занимается внешним. То есть технология в данном случае, она идентичная в плане логических, что ли, процессов. Мы находим внешнюю систему, и в этой системе получается, что мы гарантированы, что да, у человека тогда есть вечная жизнь, по аналогии с тем, как человек может рассматривать картину вечного развития, восприняв вечный внешний импульс, сказав, что да, есть Бог вечный, который живет вечно. И таким образом, сконструировав систему управления, он начинает уже дальше действовать внутри очень высоких скоростей. И вот как бы неким гарантом, что ли, осуществления его планов является то, что он, во-первых, у него прогностические возможности увеличиваются. Это вот на самом деле очень мощная прогностическая система в том числе. Если вы во всей этой системе берете какое-то нейтральное событие, фиксируете любое, то есть вы занимаетесь большим количеством управляющих систем, что-то делаете, и вдруг делаете просто выборку нейтрального события, совершенно нейтрального, который как бы не имеет никакого отношения. Какой-то листочек находится где-то, и фиксируете, и зрительно фиксируете где-то в одной точке. Моментально складывается вся прогностика. Вся прогностическая линия строится на нейтральной области, внешней как бы области. Вот как, например, Бог делает мир устойчивым, да? Почему мир вечно развивается? А потому что у Бога есть какой-то уровень внешний, который все время существует. И получается, что если мы начинаем эту область информации делать внешней, и почему я говорю нейтральный уровень лучше взять, тогда будет точнее, да, диагностика, управляющая, так скажем, прогнозирование. Потому что в нейтральных системах меньше как бы связи с быстротекущими процессами, теми, которыми вы занимаетесь. Но можно, в общем-то, чтобы не тратить время, там, не искать нейтральный элемент, потому что найти нейтральный элемент тоже время требуется в управлении. Можно взять просто любой элемент, которым вы занимаетесь, и сделать его как бы нейтральным. А чтобы сделать нейтральным, он должен быть абсолютно устойчивым, он должен быть защищен, он должен быть абсолютно как бы развит в систему благоприятного уровня событий, бесконечного типа, так скажем. Любое его событие должно быть благоприятным. Тогда мы получаем уровень нейтральности для цели управления. Получается, с точки зрения Бога, с точки зрения вообще логики, здесь получается, что чтобы событие было нейтральным, как бы устойчивым, получается, оно должно бесконечное время развиваться в благоприятном для себя и для всех направлений. И отсюда, значит, вот технология выборки своих событий, такого вот, в общем-то, устойчивого события, уже, получается, осуществленного, да, реализованного в бесконечном действии. Здесь нужно работать уже из централизации области будущего. Вот будущее имеет многовариантные системы, да, в развитии. Нам нужно централизовать эту область, управлять через какую-то область будущего, то есть где вообще она находится. Вот да, много будущих процессов, но получается их бесконечное количество информации, и мы должны какую-то точку найти, через которую мы эту выборку нейтральной области делаем, как бы своей нейтральной области, которая уже осуществлена в будущем. Значит, мы должны найти некое, там, в общем-то, в геометрическом даже выражении центральное место в управлении и управлять как бы из геометрического центра всех систем
световых событиях. И получается, что для того, чтобы, например, многие процессы значит, реализовать через какой-то уровень даже в социальных системах, нужно уметь выводить централизацию в определенный как бы геометрический центр. Вот. И этот геометрический центр должен иметь максимальную скорость обмена информацией со всеми областями. Ну, то есть некая сфера и центр сферы такой, что максимальная быстрота обмена информацией со всеми элементами сферы. И получается, что исходя из этого мы фактически дальше, в общем-то, просто вырисовываем некую геометрическую область. Если задуматься над тем, зачем, например, Бог выявил, ну, в общем-то, в таком именно виде мир, то есть проявил физическую реальность таким образом, то здесь можно найти некоторые ответы, связанные с тем, что область будущего – это всегда область выявленных систем. То есть, вот, так скажем, если здесь следовать этой области мышления Бога, например, то чем дальше будущее, тем больше оно материально выявлено. Получается, вот даже логически так. И поэтому, исходя из этого, ясно, что мир увеличивается в размере именно физической реализации. Здесь процессы будущего стыкуются с процессами информативными, информационными. И мы имеем практически, ну, в общем-то, за аналогию, если взять то, как мысли человека, а, кстати, многие механизмы мышления у Бога такие же совершенно, как у человека, вот с точки зрения и логики, и действия. И получается, что, коль уж так происходит, то просто понаблюдав за тем, как мыслит человек, он все время строит какие-то следующие планы, развивает события. У него есть определенная событийная область, но он постоянно что-то добавляет. То же самое Бог должен тоже добавлять, получается. И значит, он увеличивает пространство событий, он увеличивает пространство материальное, в том числе. И исходя из этого мы очень четко здесь находим центр некий, значит, центр управления, через который Бог реализовывает, ну, как в обратную сторону, получается, для него это в прошлое, для человека может быть в текущем времени, и для Бога тоже может быть в текущем времени. Но ведь Бог присутствует там также, в будущем, как и в текущем, то есть равнозначность области. И вот здесь мы переходим уже к принципиальному уже тогда элементу сегодняшнего семинара в управлении, что человек в управлении, делая так же, как делает Бог, должен в будущем иметь такое же системное управление с такими же координатами сдерживания, распространения информации, и так далее, как он делает в текущем времени. То есть информация будущего должна быть такова, и его управление должно быть таково у человека, что он в будущем в управлении не должен отличаться от того, что он делает в настоящем времени. И в принципе, по большому счету, не должен отличаться в своем состоянии, так скажем, от того, что он делает с процессами прошлого. Получается, что вот этот как бы универсальный уровень, он уровень некого внимания, так скажем, к себе, то есть человек, например, впервые обращает на себя внимание, оказывается, он может управлять одинаково всеми процессами информативной как бы реальности, но основным элементом этого процесса является управление веществом будущего. То есть вот если как бы прошлое достаточно понятно, он может вспомнить, что в свой период, когда он находился в каком-то участке прошлого. Если отдаленное прошлое, это опять несколько, как бы область отдаления начинает превалировать в плане неопределенных величин, тем не менее, это все-таки другая информация. Она, кстати, абсолютно другая вот в этом случае, когда мы говорим о централизованной области управления. Ведь в случае управления через централизованную область, управление в прошлом, оно уже фактически как бы совершилось в большей степени, по крайней мере, и через реконструкцию прошлого можно, конечно, получить управляющий импульс, но это будет очень массивный уровень, очень большой, и, в общем-то, там технологии начинают в скорости, в общем, как бы быть более минимальными, что ли, скорость становится минимальной, минимизация скорости – это нежелательный уровень в централизации управления, и поэтому через прошлое нужно управлять только лишь если мы четко видим, что информация прошлого на очень высокой скорости стыкуется со структурой будущего. Причем с точки конкретного управления, чем вы занимаетесь. И тогда вот как бы психологический переход в структуру управления материей будущего, он здесь становится более таким, как бы комфортным, что ли, реальным с точки зрения логики, так скажем, для тех, кто начинает впервые управлять, то здесь
как бы ассоциативно, по линии ассоциации, то, что в прошлом уже совершенное событие, и здесь достаточно спокойная область считается, то переход вот в будущее осуществляется в плане вот некого смыкания, где вне структуры настоящих событий происходит смыкание информации прошлого с элементами будущего. И вот централизация поэтому получается. Как найти центральную область будущего в своем управлении? Нужно выявить максимальный массив прошлой информации и посмотреть, где идет стык. И все. То есть технически это оказалось очень просто, технологически. И исходя из этого мы можем получать уже контроль, кстати, за региональными системами, за пространственными системами, временными системами, уже потому, что область информации, например, прошлого, она область достаточно известная. Это вообще воспринимается как известная величина, кстати. Чтобы продиагностировать там структуру прошлого из бесконечности, нужно исходить из того, что вообще известно в системе коллективного сознания. Если коллективное сознание, ну, скажем, считается, что там есть определенный период развития человечества, а что было в бесконечном прошлом, все равно нужно выходить на известные величины. Вот понятие известной величины – это, как правило, структура прошлого в структуре действия человека. Это наиболее, ну, как бы органичная, что ли, система. Например, тело человека воспринимает прошлое как известную величину. Есть участок тела, причем он начинается прямо с кожи человека, и так проекционно проходит где-то немножко глубже, но в принципе в основном в районе кожи основная концентрация. Что прошлое воспринимается, прям можно это ощутить, увидеть эту спектральную, там, световую волну, свет просто. И вот когда мы начинаем рассматривать структуру прошлого как известную величину, то получается, что стык, значит, нужно только найти, да, со структурой будущего, чтобы найти центр управления будущим, то переход на материальную систему, ведь нам нужно найти вещество, получается, нам надо фактически, значит, свое сознание адаптировать таким образом, что сознание, ну, на уровне логики, конечно, то есть всегда есть отличие, что человек воспринимает текущее время, конечно, всегда по-другому. Тем не менее, в управляющей области она должна идентично выглядеть. Например, там, ну, какой-то уровень области А-то это текущее состояние, какая-то область А, например, область Б, пусть это будет будущее. Тогда получается, что внешний контроль, внешнее как бы сканирование должно показать, что область совершенно идентична в управлении, а область Б находится в будущем. Поэтому получается, что мы должны настолько адаптировать сознание, чтобы контроль за веществом, за ходом событий фактически, да, там был такой же, как происходит в текущем времени. То есть мы должны каждую исходящую линию управления делать идентичной той, которая будет в будущем. То есть фактически первая система – это как бы неизменность ну, неких линий управления, даже некоторых событий получается. Тогда какое событие неизменно? Самый простой ответ, самый первый, в общем-то, что сам человек, он, когда он вечно развивается, он имеет свой неизменный там, физический уровень, то есть он физически всегда существует. Да? Идеология может быть неизменна и так далее, там, идеология вечного развития, например. Здесь получается, что, например, там, в идеологии вечного развития в любой момент времени все равно сохраняется эта идеология. Поэтому получается, что есть какие-то величины, которые стыкуются на идеологии и, например, на состоянии. Ну, в данном случае человек и вечное развитие, например, две неизменные величины. И исходя из этого, когда мы рассматриваем Бог как абсолютно неизменяемая величина, то получается, что мы попадаем в точку, где переход на материальный уровень, вот как бы ощущение материи управления. Ведь нам нужно уметь воспринимать материю так, как это происходит сейчас. А с другой стороны, логика человека, коллективное сознание, так скажем, все время реализовывает, в общем-то, определенную статику разности. Это нормально, потому что любой человек, находящийся в каком-то месте, он всегда разнится, да, от там, другого места, даже он сам, находящийся там близко, через секунду, это все равно другое состояние. И вот выработка какого-то некого универсального состояния, которое бы характеризовало соотношение, то есть некое состояние, которое проецируется на текущее время, на будущее время, и тогда, получается, мы, ну, в общем-то, фиксируем некую модель, что ли, информацию, так скажем. И тогда, получается, эта информация, мы говорим, да, вот это и есть состояние человека, это и есть человек, это и есть то, как мы воспринимаем сейчас, мы обозначаем какие-то позиции, и тогда получается, что мы, тогда понятно, что переносить нам нужно то, что мы сами выработали как бы в управлении, и опять мы переходим в управление внешнее. То есть как делает Бог? Как только он совершил управление, он
сразу же, естественно, становится во внешнюю позицию по отношению к управлению. Например, если вдуматься в то, как он вообще Бог сделал там какое-то вещество, как он вошел в структуру вещества, во внутреннюю структуру, да, сознанием, и создал его. Так вот, как только Бог воспринял себя, получается, со стороны своей души, что он вне структуры, он ее создал. Вот. Логически это даже понятно. Значит, получается, что задача создания, ведь мы говорим не только, кстати, о каких-то микросистемах, а мы говорим вообще о любой информации, о любом событии, социальном. Если это излечение, значит, это полное излечение и так далее. И получается, что исходя из управления, вот переход в структуру внешней системы, когда уже у, значит, у некого уровня управления, да, вашего есть совершенно четкий уровень, значит, тот, который говорит о том, что вы управляете через внешнюю систему, говорит о том, что управление свершилось, и области управления, они становятся идентичными по отношению к вам просто. Потому что по отношению к вам, ну, во-первых, то, что вы управляли, это одно, а то, что вы можете войти в уровень, когда любая область информации становится как бы нейтральной, то есть имеющей благоприятное развитие. И получается, войдя в точку, где область управления переходит в структуру естественного благоприятного развития, мы получаем некую нейтральность, то есть равность степеней свободы системы, управления совершенно одинаковая. Значит, хотя это выглядит несколько усложненно, может быть так вот в детализации, да, даже в оптической, тем не менее, все достаточно просто на самом деле. Выход, при небольшой практике можно видеть, что выход в структуру управления во внешнюю область может, например, осуществляться совершенно в разное время, то есть управление текущим временем, управление следующим временем может быть реализовано или там, например, каким-то образом там спроецировано в другое время. И поэтому осуществляться может это управление, в общем-то, при любом раскладе событий. То есть эта область очень универсальная получается, когда мы именно как бы внешнее централизованное управление делаем как уровень взаимодействия с управляющими властями. И при всем при том нам нужно все время помнить, что наше собственное управление также периодически нуждается в действии, ну как бы в пролонгации, да, каких-то следующих уровней. И задача такая, что бы ни происходило, вы постоянно реализовываете свое управление. То есть вот задача, которая, вообще говоря, должна решаться при любой сложности происходящих событий в отношении вас. И исходя из этого, как бы эти события не оценивались, например, да, либо это информационно, ну как бы просто с точки зрения информационных технологий можно просто смотреть, хотя на самом деле лучше смотреть спектр информации и реальности. И вот здесь очень важно будет ваша способность, например, по данной технологии, уметь управлять будущими событиями абсолютно точно и достоверно, что вы воспринимаете вещество будущих событий совершенно так же, как сейчас. Да? Тогда, получается, вы гарантируете себе будущее событие. Ведь, по сути, мы все-таки занимаемся именно тем, что человек должен гарантировать себе, там, например, вечную жизнь. А если он, например, как идеолог решил, что это основной параметр управления, то, получается, он должен, значит, очень четко понимать нюансы развития, понимать, почему происходит какой-то процесс сейчас, но при этом все-таки он должен видеть, что вообще в идеологии значит, вот, например, там, состояние вечной жизни, да? Что вообще в виде количества событий это означает. И получается, есть другой уровень управления, ну, он, в общем, выглядит действительно как другой информация, как бы находясь с другой вообще стороны плоскости управления. Если сделать какую-то центральную плоскость и говорить, что мы реализовываем управление от себя и к себе, то есть и в центральной области, и в центральную область, и работаем где-то в приближенном пространстве ближе к телу, фактически, это происходит очень близко в оптических системах, то другая система, она не зеркальная, просто если мы ограничиваем какую-то плоскость, рассматриваем все системы управления, говорим, вот самая дальняя плоскость управления, точка это там где-то, вот, ну, буквально там в полуметре от человека, то все события бесконечного типа и ряда, да, относящиеся к вечной жизни человека, это все-таки другая область в плане даже пространственного уровня. Это, как правило, рассматривается как некая проекция бесконечной величины, и вот эти линии бесконечные, такие оси бесконечности, они постоянно имеют даже другое звуковое как бы звучание в информации. То есть можно научиться слушать их, ну, как бы струны некие, да, то есть можно научиться слушать их звук.
И, значит, приближение, например, этой системы, вот эти оптические величины, это есть то, что даже вот при внешнем контроле видно как система бесконечных событий. То есть ведь при вечной жизни события бесконечные. И получается, что почему мы сразу переводим этот уровень как бы внешний, то человек смотрит за своими событиями как за внешней системой и получает информацию о себе оттуда. А потому что в этом случае он контролирует уже точно, то есть Бог, находящийся вне системы, всегда контролирует ее. Или когда он даже находится в системе, там, он все равно ее контролирует. То есть для Бога разницы нет, получается, что он внутри событий жизни, что он там вне системы контроля. Как бы даже вот какого-то внешнего за этой системой, то я говорю уже о следующей системе контроля, если кто-то контролирует какую-то область и так далее. То есть он все время находится в системе полного контроля. И вот когда мы начинаем рассматривать, то это всегда внешняя, иногда сверхудаленная область, даже логически получается, что мы говорим о некой другой области управления, что означает именно не в плане там что-то другое, как бы некое отличающееся, это все те же самые события, но на информацию они выглядят как система абсолютной устойчивости все-таки. Это то, что гарантирует вечную жизнь человеку, когда он эту систему, вообще говоря, воспринимает даже, кстати. Вот есть такой уровень, когда он воспринимает телом, то это есть гарантия его вечной жизни. То есть он должен уметь воспринять своим веществом. Поэтому материально выявленным как бы, да, веществом, то, что в коллективном сознании относится, например, к понятию биологической жизни, и поэтому мы же должны воспринимать всеми элементами реальности, так скажем, да, личности человека. Тогда получается, что вот восприятие тканью человека, той системы, которая означает вечное развитие, это есть один из постулатов, один даже из методов определенных, которые как бы постулируются фактически, значит, именно вечного развития. И исходя из этого, вот уже централизованное управление, получается, это ряд как бы неких центров, там, которые позволяют значит, фактически идентично ощущать или воспринимать, например, физическое тело человека с точки зрения, например, того, что он в будущем себя воспринимает так же. То есть он точно знает тогда, получается, что он в будущем, например, в бесконечном будущем есть, он какие-то там дела делает и так далее. Можно, кстати, в этом управлении конкретные дела не рассматривать, если не нужно. Если нужно, можно рассматривать. Просто есть абсолютная там, прогнозная фаза, которая все равно всегда реализовывается у человека. И часто и так все понятно. Главное, ведь некое убеждение, да, физической материи человека, что он может иметь вечное развитие. Ведь, по сути, основная как бы, ну, что ли, ситуация в управлении реализовывается или происходит, основной уровень событийный в том, что человек как бы себя убеждает, что вот он там может вечно жить, что он там дальше живет, он там, пусть он прожил очень долго, но он может и дальше, идет постоянная система неких ну, взаимодействий, что ли. Например, там, проживая 200 лет, дальше, по аналогии, он должен все равно понимать, что он живет дальше и дальше. То есть вот здесь вот система идентичности его состояния фактически. Вот что есть состояние жизни? Это какие-то конкретные выражения. Просто, я имею в виду, в состоянии жизни в логическом понимании у человека. И он знает эти состояния, и он считает, что они должны быть такими же. И действительно, основное количество, по крайней мере, там, биологические системы развития человека, они должны быть совершенно такими же. Вот здесь умение пролонгировать восприятие состояния, чтобы душа человека была убеждена, что там так же фактически, да, в будущем. И получается, что исходя из этого, мы, ну, это выглядит, может быть, похоже на то, что как ну, привыкание к будущему, к нормальному, там, да, устойчивому будущему. И исходя из этого мы получаем как бы такой процесс управления, что если мы, например, получаем устойчивое будущее в плане, предположим, ну, какого-то бесконечного развития, то есть нам нужно в устойчивом будущем посмотреть, какие процессы могут быть ну, там, неустойчивыми, что вообще может быть да, неустойчивым в плане будущих процессов. Ну, какой-то случайный, как казалось бы, случайный элемент, почему он возникает. Насколько этот элемент, например, ну, является системным, все есть выражение действия да, какого-то человека, или же это все-таки
сделано там специально для того, чтобы посмотреть, в чем разница между будущим процессом и текущим. Как правило, будущий процесс добавляет какой-то один из элементов, да, следующий элемент. Либо человек посмотрел на часы, либо произошло какое-то действие. Причем это действие, вот, все совершенно одно и то же, но какое-то действие добавляется. Одно. И как бы больше никаких различий, получается, часто нет. Да? То есть умение сфокусировать внимание на каком-то одном как бы случайном действии, которое происходит на предшествующем, ну, в общем-то, обычном, что ли, фоне событий. И тогда получается, что централизация управления заключается в том, чтобы уметь эти действия ввести в ряд благоприятных. Да? Получается, мы должны разграничить, ну, во-первых, понятно, есть физическое тело человека, кто начинает прогностически работать интенсивно, он может просто сделать простой элемент, просмотреть себя там впереди и все. А то, что касается, когда он уже убежден в своей прогностике, он понимает, что все равно так и произойдет, да, например. Это самый простой вариант, но это рассчитано на тех, кто уже много работает в управлении, и вот именно ситуация с неким просмотром, это уровень такой, что это нужно, чтобы человек очень долго там убеждался в характеристиках просмотра. А речь о том, что должно быть реализовано событие, независимо от того, может человек просмотреть там, или там он не может просмотреть. Он должен совершенно практически, так скажем, ну, при любом, что ли, сочетании событий совершенно четко получается реализовать управление таким образом, что он в любом случае сделает управление эффективным. Вообще смотрит он в будущее или он не смотрит в будущее. То есть будущее у него должно быть все равно совершенно четко реализовано. И в связи с этим получается, что мы имеем ну, как бы следующую характеристику управления. Нам нужно работать тогда не на светоуровне, да, не на восприятии системы событий, хотя на светоуровне можно работать, но это, опять же, рассчитано для людей, которые выявляют свет в нужной области и работают со светом. А если человек не работает со светом, например, тогда как он реализует свое бесконечное развитие в этом случае. И вот здесь возникает много нюансов, насколько правильно он смотрит, да? Кто начинает работать, и у него нет там большого какого-то опыта, он начинает думать, а вот следующий просмотр правильный ли, или там, может быть, что-то надо добавить, и теряет время часто. Получается, что возникает задача такой централизации, чтобы будущее было абсолютно устойчивым, и человек имел вечное развитие, даже в том случае, если он как бы не работает со внешней системой фактически. Да? То есть это, опять же, некое внутреннее состояние. А чтобы получить такой уровень, то это настолько быстрый переход в структуру внутренней позиции, да, в структуру как бы внутреннего, в общем-то, состояния, такого макросостояния. Это вот как раз-таки уровень макро некого состояния человека, когда человек фактически реализовывает, ну, так скажем, макросистему, то есть он воспринимает весь внешний макромир, он с ним работает, и под его влиянием мир определенным образом видоизменяется. То есть уметь отследить, каким образом человек, исходя из своего состояния текущего, влияет на макромир, и как происходит изменение во всем мире. То есть вот под его причем действием. Вот когда он начинает реагировать на эту составляющую, он не ищет изменения в мире, он просто учится реагировать на это состояние, то получается, что он, да, он находится в той точке следующего развития, потому что он же видит, что от его действия можно видоизменить макропроцесс. Макропроцессом называется не обязательно какой-то большой процесс, там какой-то очень крупный, а часто это какая-то личная цель управления, пусть она небольшая. То есть умение видеть переход, ну, как бы своего сигнала управления или даже многих там сигналов в структуру реализации. И когда вы начинаете видеть, самым простым уровнем реализации является то, что вы же реализовываете себя в каждый момент времени. То есть человек живет, и если он накопил опыт реализации там какого-то периода жизни, пусть он только родился и прошли там какие-то секунды, он уже, значит, реализовался, даже он только зачался и прошли секунды. Получается, что исходя из этого мы видим, что уровнем, ну, неких там гарантий, что ли, в управлении такого типа является выявление фактически оси времени, значит, на которую завязывают события личной жизни человека. И исходя из этого мы
видим, что они, ну, значит, стыкуясь со структурой жизни, эти какие-то элементы времени, они фактически начинают работать не как свет, вот именно, не как светолучи какие-то, например, да, а работают как система становления и создания событий. То есть мы подходим к структуре создания событий как бы с внутренней стороны, со стороны, ну, еще до корневой даже, так скажем. Если выявить корень событий, информации, то мы можем выявить область, которая находится еще раньше. И вот когда мы начинаем работать через структуру времени, фактически я сейчас показал механизм перехода значит, на состояние души и во временную структуру, то мы видим, как организовывается система, тогда мы в ней находимся уже, так скажем, более устойчиво или там, абсолютно устойчиво, потому что у нас есть данные, что присутствующий опыт определенный, следующий уровень задачи, например, вечное развитие. Но здесь вот часто нужно быть именно идеологом вечного развития, то есть надо ставить вечное развитие как идеологию и как цель в управлении. Тогда получается, что с точки зрения централизации управления в этих часто многосложных процессах, именно задача человека именно в сторону вечного развития является централизующей задачей, и в связи с этим мы имеем некий вид централизации, где именно идеология как бы в убеждении там, или в выборе какого-то уровня, скажем, действия, это есть, собственно говоря, основной элемент, через который происходит централизация любого действия. То есть любой человек, он может, например, там, делать, что он захочет, как он захочет, ну, естественно, созидательно в системе там, управления по моему учению. И здесь нужно, главное, видеть, каким образом вот эта вот идея, так скажем, да, вечного развития, как она реализовывается только потому, что она идея и может быть реализована, ну, исходя из текущих там технологий. Например, в чем есть структура как бы текущей технологии, что человек может сделать управление, там, что-то восстановить, что-то излечить, сделать управление, получить какое-то событие. Это есть уровень, говорящий о том, что да, за счет управления можно влиять на реальность. Но если можно влиять на реальность, то получается, что, а так как можно, да, человек может себе быстро это доказать. И дальше вот этот уровень вечного развития, это есть информация, которая строится очень, в общем-то, своеобразным образом. С одной стороны, это есть уровень, который идет от вас, то есть как идеология, просто ваша идея, например. Да? Здесь важно, что это идея, с которой вы согласны. Тогда получается, раз так, то эта область начинает нарастать, и то, что исходит от вас, начинает соединяться с тем, что есть, так скажем. Да? А что от вас, это, ну, наращивание, например, технологии управления. Умение управлять там, веществом, тканью организма, там, оздоравливаться и так далее, или там, омолаживаться, в общем, делать какие-то процедуры, которые соответствуют именно технологиям вечного развития, хотя бы логического типа. Что при вечном развитии человек должен уметь организовывать, там, создавать здоровье, так скажем, да, оздоравливаться, умение управлять событиями, в общем-то, любого типа и так далее. И тогда логически получается, что никакого другого критерия, как бы, кроме того, что овладевать и реализовывать технологии, здесь, получается, нет, да, вот в этой логике. То есть как только мы централизацию выводим на структуру внешних событий и имеем хоть какой-то опыт там, первичного управления, то получается, что это и есть норма, которая является достаточно конкретным фактором в управлении, достаточно мощным уровнем в управлении ну, как бы действия. Да? И получается, что исходя из этого, если сейчас вот сделать централизацию сейчас прямо в управлении такого типа, что мы делаем централизацию через выявление задач, значит, работаем как из выявленной системы, как через некий назначенный центр, так и через идею, например, вечного развития, то мы видим, что вся внешняя система организовывает устойчивые события будущего. То есть вот можно специально в качестве практики выделить следующий уровень. Вы, как идеологи вечного развития, ну, человек, который выбирает свои задачи именно вечное развитие и воспринимает эту информацию, например, оптически или просто аналогически, значит, ставите задачу управления таким образом, что от вас исходит ну, некий свет управления, можно его организовывать, можно просто значит, ну, как бы желать, что ли, вот так скажем,
реализации этого управления, да, вечного развития там, себя, всех людей вместе взятых, вообще всего мира. И рассмотреть, что уже управление внешнее, периферическое, это то, что события устойчивы. То есть сделать так, чтобы уровень управления от вас и уровень внешних событий стыковался на уровне действия души. То есть реализовать действие души во всеобщем масштабе. И во внешних событиях по отношению к себе. И тогда вот управление будет совершенно точным и гармоничным, и фактически очень гармоничным с точки зрения как бы даже не влияния на внешний процесс. Обратите внимание, что в этой технологии нету даже фактора влияния, он не ощущается. Происходит совершенно естественное развитие событий. Вот здесь вот очень важно это отметить, и по этому признаку может даже отработать наиболее эффективно. Поэтому сейчас делайте такое управление, то есть, как я сейчас объяснил, от себя и все внешние события на уровне реализации души во все аспекты бытия, так скажем, и именно фактор естественности развития событий. Критерием является, что вы фактически не рассматривается влияние на события. События развиваются так, как они должны благоприятно развиваться. Поработайте таким образом, я поработаю вместе с вами. Когда вы работаете над управлением событиями при условии, что фактор невлияния является как диагностирующей величиной, то есть вы диагностируете, что вы управляете, но при этом нет структуры влияния. Вот здесь важно выделить, что диагностирующей величиной может являться и уровень фактически, в том числе внешнего контроля, как бы с другой стороны. То есть можно осуществлять контроль с разных точек и смотреть, что на событии не осуществлено влияние в том плане, как бы, что это как бы не какое-то внешнее или там ненужное влияние. Вот здесь важно рассмотреть, что есть отсутствие влияния при задаче управления. Это вообще рассмотреть естественный ход развития системы событий в плане максимально благоприятного во всеобщем масштабе, да, в первую очередь получается, и так, чтобы не были задеты интересы, например, какой-то личности. Естественно, контур созидательности здесь все равно совершенно определяющий, то есть если личность несозидательно, например, рассматривает процесс задачи, то ее задачи видоизменяются, и каким образом сделать так, чтобы это было задачей все-таки личности, то нужно войти в структуру начального развития, так скажем, всех людей, да, мира, получается, и рассмотреть созидательный путь каждого. То есть рассмотреть, что в структуре вероятностных каких-то величин всегда есть выбор в решении. И умение рассмотреть, что это и есть выбор личности. Вот что тогда выбор личности, чтобы, как бы не повлиять, получается, но тем не менее личность начинает созидательно развиваться. И с этой точки зрения получается, что структурой фактически макросозидания является, опять же, цель вечного бесконечного развития. Тогда, получается, человек понимает просто логически, что здесь может быть только созидательный аспект развития как логический аспект даже. И если, например, человек не рассматривает эту точку зрения, то, получается, нам нужно спектр вечных событий перевести в структуру как бы максимально благоприятную для него, для всех, то есть умение работать со структурой вечных событий, как со структурой, в общем-то, некого локального такого вещества даже, так скажем. Да? То есть их очень много, они тем более означают жизнь человека, и тем не менее надо уметь эти события таким образом конструировать, чтобы работать с ними как с областью информации. И причем совершенно конкретно, то есть вводить, например, в сферу, перемещать в какое-то место, получать управляющий импульс и так далее. И исходя из этого, получается, задачей такого управления является выявление управления таким образом, что мы рассматриваем задачи, например, своего личного управления как задачи все-таки как каждого человека. Вот, например, умение сделать для каждого так, чтобы у каждого человека реализовалась его собственная задача, независимо даже от уровня, может быть, каких-то соседних действий, независимо от того, какие у вас действия или у любого другого человека. То есть обеспечить, гарантированно обеспечить любому другому человеку вечное развитие. Вот, выглядит это так в постановке задачи. То есть мы переносим задачу свою, получается, при любом уровне выполнять свое собственное управление, то есть реализовывать свои собственные задачи в вечном развитии. А здесь еще дополнительно для каждого другого человека, вот что ему нужно, чтобы сделать то же самое.
Например, он не занимается там системой управления, да, эффективно, или он не хочет заниматься, но тем не менее он должен жить вечно. Что в этом случае нужно реализовать управление? Со временем, да, конечно, любой человек, видя, что множество людей реализовывают систему вечного развития, все-таки опыт передается путем восприятия, начинает это делать. Ну а как вот он же сейчас тоже должен быть там в системе безопасности и здоровья любой другой человек, да, умение перевести управление в систему для каждого, так скажем. Тогда получается вот как раз-таки выработка вот этого универсального модуля, опять централизованного модуля управления должна быть такой, чтобы его все замечали на информации, не обязательно даже на словах, и умели пользоваться, да, системой в нужные моменты, в сложные моменты, когда им надо помочь. То есть в какой-то момент человек может воспринимать систему, он может верить там, или не верить в систему, какую-то там, не суть важно какую, любую. Но в тот момент, когда ему нужна помощь, он должен эту помощь получить. Тогда получается, мы, так как не можем нарушать никак, ну, так скажем, права личности, они неизменны именно по свободе выбора, он должен принять решение. С одной стороны, повлиять, заставить нельзя, с другой стороны, он должен принять решение и выбрать ту систему, которая его спасает, да, например. Тогда получается, что здесь возникает очень такая специфическая задача, может быть, наиболее усложненная, что ли, фазе влияния, где как бы задача ставится именно отсутствие влияния как такового, а именно рассматривается естественное развитие системы мира, так скажем. Здесь вот нужно, я считаю, выработать правильную позицию на вечное развитие. То есть человек должен увидеть, что вечное развитие существует, что оно есть лично у него. То есть как только он это видит, механизмом его действия сразу же становится то, что он рассматривает наиболее оптимально для себя действие. То есть включаются как бы некие механизмы реакции на благоприятную для него информацию. Выборка благоприятной информации происходит потому, что он воспринял вечное развитие, пусть даже где-то вообще в бесконечном удалении. Но хотя бы то, что оно есть, да? Например, выявить, причем в оптике или в сознании. И вот здесь важным переходом является, что не обязательно оптически рассматривать процесс, достаточно выявлять в сознании. Оптическое вот это, ну, некое давление на структуру сознания, это как, выглядит как некий, ну, похоже даже как бы на отпечаток информации, так скажем. Вечность, кстати, взаимодействует с сознанием очень быстрыми отпечатками именно. Вот кто замечал, возможно, в каких-то сложных ситуациях выглядит как некий некий уровень там печати событий, то есть как бы, когда даже ускоряются там слова, видоизменяются структуры взаимосвязи в реализации событий и так далее. И происходит как некая печать событий. Вот, ну, в общем-то, по тем структурам управления, когда мы работаем даже с быстрыми системами, то структура вечности выглядит как, ну, как некая там именно такая стационарная форма, которая проецируется на какую-то ось событий. Получается, что ну, как бы отпечатанные события из вечности сейчас имеют, конечно же, пролонгацию в виде конкретных действий в динамике человека. То есть человек видит, что те элементы, идущие из вечности сюда, в виде очень быстрого там действия, в общем-то, некого событийного аспекта, это есть то, что воспринимается органически человеком, то есть воспринимается его тканью, да, в текущее время. Потому что здесь важно, чтобы информация из будущего была передана именно на тканевую систему человека. И как только мы покажем, что в тканевой системе существует взаимосвязь с будущими событиями, например, бесконечно удаленными в том числе, тогда человек начинает выбирать себе правильное решение, то, которое, например, там, технолог по управлению ему предлагает. Тогда, кстати, гораздо проще становится вообще получение результата в управлении для, например, там, в общем, может быть, каких-то очень, в том числе, сложных задач. Значит, можно получать такое ускорение, что сложная задача в любом случае реализовывается. И получается, что, исходя из системы управления, видеть, каким образом, какая конкретная ткань взаимодействует с этим элементом будущего, где есть вечное развитие, это очень важно, и это можно показать уже технологически. Значит, чтобы человек принял правильное решение, нужно просто продиагностировать, где он реагирует в структуре сознания на ткань, которая соприкасается с вечным элементом, и вот этот вечный элемент
должен быть на этой ткани проекционно показан в виде сверхскоростной системы. Чтобы это выявить, надо просто рассмотреть такую модель управления. Вот есть конкретный человек, посмотреть, какой свет приходит к нему, даже это не свет, а вообще говоря, информация событий. Вот где она соприкасается с ним с максимальной скоростью. Ну, как опять вот, как бы, ну, печать событий, да? То есть где вечность дает, ну, как бы о себе знать, да, этому конкретному человеку. И сконцентрировать управление именно в этой точке. Получается, центр управления, как правило, это возле человека, но нельзя здесь, я считаю, есть определенный уровень, который четко виден, нельзя это делать на поверхности ткани человека, это возле человека делать. На поверхности ткани там возникает просто целительский эффект, то есть, ну, можно таким образом даже вылечивать, но здесь получается, что он может как бы позже обратить внимание, потому что у человека развита функция, в первую очередь, на управлении, что вне тела, например, да? Пусть даже на миллиметр, но дальше, контроль внешнего пространства. А то, что находится вот тело, это особый уровень управления, и, как правило, если человек, например, думает, что он должен, например, там, сделать управление, пройти какой-то точки тела, то он как бы тратит время. То есть вот можно даже логически заметить, что для человека воспринять какой-то участок возле тела — это мгновенная величина в действии, он воспринимает и все. На теле это какой-то вариант обдумывания, какой-то вариант пролонгации времени, то есть какие-то миллисекунды, но тратятся. Да? Поэтому получается, что исходя из этого, надо ставить концентрацию возле где-то тел, значит, просто из-за психологии, так скажем, управления. И здесь, кстати, вот есть очень важный элемент, что именно управление, когда мы рассматриваем вещество, то есть рассматриваем признак, скажем, присутствия тела в бесконечном уровне событий, то вот здесь тоже важно видеть как один из диагностирующих, так скажем, методов то, что как человек воспринимает возле себя события. То есть чтобы определить, значит, ну, решение той же задачи, как определить, что то же самое вещество, тот же самый человек находится на каком-то там удалении от текущего времени в будущее, там, ну, например, в бесконечном уровне. А именно его восприятие возле, например, физического тела и то, что, в принципе, еще здесь возникают элементы в виде внешних достаточно, в общем-то, мощных импульсов, которые возле тела существуют в виде информации. То есть тело, там информацию получает более концентрированно. Импульсная природа информации более выявлена. Вот если он рассматривает свое тело, то можно обратить внимание по внешним процессам. Не обязательно диагностировать свое тело, например, да? Достаточно диагностировать свою реакцию. Тогда получается отличия в информации нет, что вы диагностируете внешнюю информацию, что будущую, но вам не нужно свойства тела анализировать и экстраполировать модель логическую, как в случае, когда вы строите центральную область, это как элемент действия, но когда вы ее построили, эту технологию можно реализовывать так, что можно дополнить ее просто или там усилить за счет того, что вы еще смотрите, как реагирует физическое тело на внешнюю информацию. И получается, что, например, для технологии вечного развития нужно видеть, что в некоторый период там существуют элементы импульсные в просмотре. Когда вы входите в эту информацию, идут большие объемы информации, возле тела проходят, и возникает система импульсов возле физического тела. Это очень четко просматривается. Если вы начинаете реагировать на это, ну, значит, на будущую структуру, то получается ваша задача выровнять из текущего времени, чтобы импульсная природа больших массивов информации была такой же, как сейчас. То есть, ну, чтобы ваше состояние не отличалось в будущем. Или там улучшалось, если нужно, и так далее. И получается, что вы начинаете, вот понятие улучшения при абсолютном норме здоровья вкладывается понятие, каким образом человек должен развить свое восприятие, чтобы он, например, имел определенный резерв вечного развития в каждой точке. Ведь вечное развитие — это все-таки несколько иная она технология в том плане, что здесь постоянно нужен уровень резервирования с точки зрения именно реально вечных величин. Потому что здесь получается, что все-таки постоянно определенный уровень информации исходит из того, что могут быть какие-то различные события в бесконечном развитии, но вы должны их сейчас уметь дифференцировать и уметь сейчас ими управлять. То есть это фактически управление бесконечным спектром событий, рядом событий.
И периодически это требует специального, ну, как бы отвлечения, что ли, внимания, специального времени. Пусть небольшого, но именно специального. То есть управление вечными событиями – это другое управление. И как только мы начинаем, ну, собственно говоря, это видеть, что из себя представляет, ну, понятие другое. Ну, вроде бы управление, как управление, да, те же самые методы, но именно, что здесь требуется специальное внимание, так скажем, да, то есть пролонгированное, получается, внимание должно быть бесконечным вообще. Бесконечное внимание, бесконечная мысль, там, бесконечные системы, какие-то, которые выглядят именно как бесконечные. Форма, то есть мысль одна, но именно пролонгация в оптике или там в действии бесконечная. Каждая мысль имеет бесконечное количество действий. И нам надо обеспечить то, что эта система, она такой же имеет, например, вес в пространстве и формат, чтобы не отягощать управление. Да? То есть умение еще постоянно регулировать эти процессы. И вот когда вы начинаете этим просто заниматься, я специально там не детализирую, не даю там каких-то углубленных в этом плане технологий, например, сейчас, чтобы не показывать, что это принципиально, вообще говоря. Это не принципиально, надо просто это воспринимать и этим заниматься. Пусть даже универсальными технологиями. Надо понимать, что здесь требуется управление как для специальной системы. И почему она, например, иная или там другая, потому что касается лично вас в том числе, но и касается всех людей сразу. Поэтому это очень, как бы, ну, такой ответственный идеологический, что ли, участок действий, где нужно постоянно отслеживать в условиях того, что статус коллективного сознания еще не везде, так скажем, да, как минимум подготовлен к технологиям вечного развития, умение в этом статусе все время определять свою личную позицию и ее реализовывать. Вот это вот получается, что несколько другое управление, потому что если просто управлением событиями, пусть даже бесконечным ряда, там, какими-то иными, то получается, что здесь все-таки опять выход во внешнюю информацию. Таким образом, вот здесь я пришел к тому, что есть бесконечный ряд событий у человека, в личности человека, и человек воспринимает это, например, как свое, например, да, как свою линию поведения или управления. И в данном случае речь идет больше о линии своего поведения, как бы, да, в управлении. И тогда получается, что когда эта линия стыкуется, например, где-то на уровне реализации с другими событиями, то другие события не должны отличаться. Вот именно они как бы должны, ну что ли, в информацию должны моментально переходить в их реализованные события. То есть как бы события переходят в цель реализации и раскрывается структура физического мира. То есть вы смотрите как бы глазами. Это управляющее сновидение или управляющее прогностическое видение, так скажем, где вы видите мир, который существует как бы сам по себе, вроде бы, то есть, ну, он есть и все, да? И вот будущее становится совершенно определенным. То есть восприятие устойчивого определенного сигнала будущего. И вот возле физического тела человека эти точки, о которых я говорил, что их надо строить возле физического тела, чтобы он воспринимал, например, все бесконечное развитие, можно построить таким образом, что вы, ну, исходя из линии поведения в управлении, вырисовываете структуру будущих событий, невзирая на то вообще, что у вас было ранее, вообще говоря. Вот здесь важно увидеть, что в реализации будущих систем часто не имеет значения, что с человеком ранее было, вот, так скажем. Были какие-то сложности, насколько они были сложными или наоборот не было сложностей. Важно увидеть, что само управление реализовывает статус действия, то есть вы все равно сделаете то, что вы хотите сделать. Ну, конечно, в созидательном плане, естественно, по моему учению. То есть получается, что вы видите определенный статус, который позволяет сказать, что вы все пространство событий, более того, ну, есть же какие-то случайные величины, как там какие-то форс-мажорные, ну, как записано там в некоторых договорах, да, обстоятельства, а вам надо исключить, чтобы этого не было, чтобы это не повлияло. То есть, как вообще исключить понятие? Ну, есть понятие форс-мажорных обстоятельств. Что из себя представляет? Ну, воспринять текст некого договора и взять и изъять из информации. Методов много. Просто работать таким образом, чтобы у вас не возникло того, что бы могло помешать. Например, не возникло землетрясения, там, какого-то природного стихийного бедствия и так далее, и так далее. И на самом деле параметров не так много. Несколько параметров внешнего управления, чтобы не было каких-то форс-мажорных обстоятельств. И реализация просто обычной, обыденной картины действий.
то есть своих задач. Да? Они могут быть, конечно, необыденные, но вы должны себя постоянно видеть, что вы реализовываете управление. И вот получается, что вы можете видеть себя там, бесконечное время, но себя при этом не визуализируя. Вот здесь, если в эту технологию войти глубже, то вот эта вот внешняя точка управления, которая воспринимает как бы сигнал вечности, она несет информацию о действии человека, но вам не нужно себя постоянно как бы искать что ли в информации, вам достаточно знать, что это происходит. И вот когда вы начинаете на этот уровень выходить, вы знаете, что это происходит, вот, то получается, что вы переходите уже к уровню, что вы, во-первых, знать, что это происходит, не обязательно видеть эту информацию, кстати. Но можно ее, кто там умеет или там развил управляющее сновидение, может ее видеть. Значит, первый элемент, который вот, ну, как бы связан с тем, что нужно знать, что это происходит, это идеологическая опять убежденность, что, например, что следует иметь вечное развитие. Ну, хотя бы для того, чтобы не было там глобальной ядерной войны, надо ставить задачу вечного развития. Просто это позволит эффективно бороться, скажем, с возможностью какого-то глобальной катастрофы. Это во-первых. Значит, или как бы логически что-то брать и реализовывать именно в плане вечного развития. Но можно технологически. И когда мы начинаем рассматривать, где вообще вот свет переходит в действие, где свет переходит в события, да, и так далее, то весь внешний мир тогда воспринимается совершенно четко, в общем-то, и однозначно в плане того, что он совершенно устойчив, то есть мы выходим на такую позицию восприятия мира, и что какие бы процессы ни происходили на обычном уровне восприятия, они абсолютно устойчивы и вечны, то есть это возникает как бы технологического типа убежденность, так скажем. Потому что все, что вы прошли в технологии управления, вам дало такой опыт, что это действительно так, вы это понимаете на уровне души, духа, сознания. Так же, как человек понимает, там, когда учит таблицу умножения, например, да? И так далее. То есть это совершенно фиксированная величина. И когда вы начинаете вот на такой уровень выходить, то фактически уже реализовано вот это управление по централизации, по центру управления из любой области и назначение центра управления. То есть вы фактически сами становитесь ну, как бы центром управления, вы начинаете управлять так, что ваше действие, ваше восприятие – это уже управление. И получается, что вы фактически, ну, тогда уже в этом, что ли, управляющем уровне можете делать спокойно свои какие-то дела, может быть, не отвлекаясь даже на позицию управления, а только правильно вот эти интуитивно тонкие линии воспринимая. Да, это фактически, в общем-то, как определенная ось управления в пространстве. Как, например, Бог делает, он же воспринимает определенные позиции, так скажем, да, в управлении. Он же сам организатор любой величины, значит, он должен что-то другое принимать, не саму величину часто. Вот это подобное состояние, вы находитесь в этом состоянии, и происходит реализация ну, любого действия по вашему плану. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.